Всем привет! Друзья мои, сегодня первое видео в этом году, и в отличие от предыдущих лет, оно не рукодельное, а о цветах. Так получилось. Конечно же, я еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом и сразу же предлагаю перенестись из зимы в лето. Ну, по крайней мере, у нас зима, поэтому приглашаю вас всех в лето. И давайте, наверное, немножечко познакомимся поближе. Вы видите, начал снова цвести желтый шоколадик. Это очень-очень моя любимая орхочка. Вернее, нет, так, наверное, не говорят. Одна из самых любимых, потому что очень люблю желтый цвет, очень люблю вкусные ароматы, и это как раз все в ней соединяется. Единственное, чего мне не хватает, это чтобы цветочков было больше, но, наверное, все же для этого она должна быть чуть-чуть постарше. За этим дело не станет. Очень-очень приятный аромат у этой малышки. Так, давайте я вот так покажу, что цветочек не самый большой. Не хочу бегать с линейкой. И так все понятно. Ее соседка, по крайней мере сейчас, тоже расцвела. Это милое создание я называю скунсиком. Думаю, здесь комментарий излишним. Она тоже не самая большая. Тоже примерно такого же размера цветочки. Очень красивая, очень долго цветущая, очень-очень постоянно выдает новые бутончики, так что это надолго вы ее увидите еще не один раз. Издалека ее любоваться просто замечательно, просто прелестно, но ближе не советую. Немного бутончиков. Те, кто со мной давно, пожалуйста, это детки мини-мамочки. Если вы ее помните, то скоро, очень надеюсь, скоро мы снова увидим это цветение. И тогда для новеньких напомню ее историю. То, что я анонсировала в последнем, кажется, видео перед Новым годом, это имелся в виду этот малыш зигопеталум. Он немножечко не успел расцвести, но похоже, что вот-вот это случится, и я очень-очень-очень сильно жду этого момента. Безумно люблю этот цветок, именно этот конкретный, не вид, а именно сам цветок, но в течение года ему со мной было не очень хорошо. До этого он цвел несколько раз, все было нормально, пока он не вырос из предыдущего горшочка, и я пыталась было приучить его к посадке, напоминающей, ну, на блок, на что-то такое, и нет. В моем случае это не пошло, он, бедный, чуть не засох. Совсем-совсем в итоге не вынесла душа поэта, я его снова закопала, совсем-совсем закопала, и вот вы видите цветонос, и вот-вот-вот бутоны. Немножечко не хватило ему сил, хотя изначально... Так, кажется, вот, давайте, где ручка, вот, ну где же она, вот. Должно было быть 2 цветоноса, но хорошо, что получился один, да, всего 3 цветочка, но теперь считайте, что цветочек снова молодой совсем, поэтому больше их будет дальше. Как же сильно я его жду. Ну, ладно, совсем-совсем немного осталось, и мы увидим его цветение. Так, кто следующий по конкурсу? Дендрофаленопсис. 2 цветочка, всего 2, но... Во-первых, я никого не досвечиваю. Стоит на подоконнике, и никаких ламп там нету. И это первое цветение из первой бульбы, которая выросла именно у меня. Поэтому очень-очень рада этому событию. История цветочка была не самая легкая, потому как он ко мне пришел пересушенный, перемерзший. Но вот, видите, у него все хорошо. И он по-прежнему вводит вас в заблуждение. Я имею в виду окрасом лепестков. Нет, этот малыш на самом деле темно-темно-темно-лиловый. Но вот хочется ему казаться таким, ничего не поделаешь. Теперь вот такой неожиданный сюрприз. А можно даже не вставать пока еще. Пока еще это не обязательно. Вот здесь вы посмотрите, что мой любимый монстрик надумал. Да? Он выдал новый цветонос. Как вам это нравится? Так что ждем, и он тоже будет скоро. Умничка.
Так, это у нас желто-лимонная мультифлора. Немножечко не успела, но я думаю, скоро все будет в порядке, и они будут цвести вместе с зигопиталумом. Она желтенькая, он фиолетовый, будет очень красивое сочетание. Многие меня спрашивают сорт, друзья мои, я не знаю, покупала без названия сорта, и, по правде говоря, для меня это не имеет значения. Просто цветок красивый и, конечно же, любимый. Белоснежка. Так, давайте вот так сделаем. В прошлом видео, кажется, у нее было 2 цветочка всего. Теперь, пожалуйста, их гораздо больше. И сейчас здесь стоит самое настоящее ароматное облако. Безумно приятный аромат. Нежный-нежный и слегка сладковатый. Но пахнет только в первой половине дня, поэтому вечером, нет, вечером вы этого не услышите. Очень красивая малышка, и каждый раз, каждое ее цветение – это сплошной восторг и самое настоящее счастье. И еще одна малышка, которую вы увидели перед Новым годом, в принципе, она была звездой новогоднего видео и по-прежнему цветет. Тогда я сказала, что она не пахнет, потом она начала пахнуть, и вы знаете, она немножечко меняет свой аромат. Сначала его не было, потом появился, не могла определить. Потом она стала пахнуть точь-в-точь, как бурагиара. Если не ошибаюсь, у нее в родственниках есть этот цветок. И сейчас снова не могу определить. Уже немножечко не так, но запах есть по-прежнему. Этот цветок интересен во многих отношениях. Во-первых, я сначала не знала, кто это. Вот так получила и... Думай, гадай, похож на многих, а кто же он на самом деле? Конечно же, как только малышка расцвела, я вам ее и показала. Это был сюрприз. Для меня это был новогодний сюрприз, и я рассказала, что распустилась она в моих любимых новогодних цветах. И любовь к цветам не ограничивается одними цветами, а даже расширяет кругозор во многих совершенно неожиданных аспектах. Что я имею в виду? Смотрела, и в голову пришло, что она очень похожа на польский флаг. Никого не хочу обидеть. Да, я ошиблась, но теперь уж точно запомню. Я иногда могу перепутать, какая полоса сверху, какая снизу. Так вот, польский флаг как раз, теперь я точно знаю, наоборот. Белая полоса сверху, красная снизу. Но мне стало интересно, а у кого красная полоса сверху, белая снизу? И тут на глаза попался флаг Монако. Я слежу за одним из из аккаунтов в Инстаграме и думаю, все, теперь точно буду помнить. Заодно и флаги какой страны имеют в своем составе 2 цвета, красный и белый. Говорю мужу, представляешь, теперь я точно буду знать, что красный верх и белый низ – это флаг Монако. Муж говорит, вообще-то Индонезии. Я говорю, нет, Монако. Он говорит, нет, Индонезии. На секунду засомневалась, но постоянно вижу перед глазами, думаю, нет. Пожалуй, надо погуглить. Кто из нас, возможно, ошибается? И, о чудо, оказывается, что никто не ошибся. И у этих 2 стран одинаковые флаги, практически одинаковые. Красная полоса сверху, белая снизу. Вот что значит посмотреть на цветочек и заинтересоваться. Я на этом не остановилась. Набираю, у каких стран одинаковые флаги. Да, есть еще. Нет, сейчас я не имею в виду какие-то обозначения. Если хоть что-то еще нанесено, этого внимания я не брала. А просто одинаковые флаги. Да, есть. Румыния и Чад. Таким образом, любовь к цветам расширяет наш кругозор, пополняет запас знаний и вообще делает жизнь более интересной и увлекательной. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения и, конечно же, здоровья вашим зеленым друзьям. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!